Авторы доклада уверены, что именно в это время нужны бесстрашные люди, обычные герои, которые выступят против несправедливости и репрессий. Теперь о российской политике с неожиданным американским акцентом. Молодой, но уже, как принято говорить, широко известный в российской либеральной среде бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков официально объявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы. Причем Гудков-младший хочет стать единственным кандидатом от демократов и рассчитывает на выдвижение от партии «Яблоко». А теперь о том, при чем тут Америка. А вот пример. Предвыборная кампания Дмитрия Гудкова по выборам в Госдуму в прошлом году, напомним, он проиграл бывшему главному санитарному врачу Геннадию Онищенко, получил международное признание. 2 статуэтки ежегодной политтехнологической премии РИД, организованной журналом Campaigns and Elections. Новости обсудим в прямом эфире по скайпу с политтехнологом и главным консультантом компании Дмитрия Гудкова Виталием Шкляровым. Он хорошо знаком нашим зрителям, которые следили за нашим освещением американских выборов, поскольку господин Шкляров работал на компанию Берни Сандерса. Виталий, приветствую. Поясни, пожалуйста, давай сначала все-таки, за что вам дали премию? Чем вы так отличились? Чем запомнилась компания Дмитрия Гудкова? Ну, мы получили эти статуэтки, добрый день, прежде всего, за агитационную рассылку рукописных писем по почтовым ящикам. И, собственно, это достаточно уникальная идея. В предвыборной кампании за неделю до выборов почтовые ящики и, собственно, избиратели переполнены, перенасыщены всякими сообщениями, слоганами, избирательными речевками и так далее. И пробиться вот сквозь этот шум неразберихи достаточно тяжело до внимания избирателя, ценного избирателя. Поэтому найти способ, какой-то агитматериал, какую-то технологию, каким образом привлечь внимание, достаточно тяжело. И вот, собственно, мы изобрели такую рукописную рассылку, где мы провели конкурс среди участников нашего штаба и волонтеров на лучшее письмо, почему важны изменения в России, почему важна смена режима, почему важен Дмитрий Гудков как кандидат и его победа. И выбрали из сотен писем 4 лучших, подкрепив каждое письмо фотографией автора, личным контактным номером автора и вопросом автора к потенциальному избирателю и просьбой позвонить и поговорить. То есть это достаточно очень личное, тонкое обращение на уровне человека к человеку, где избиратели не относятся как к какой-то массе электоральной, а лично хотят поговорить и предлагают свой номер телефона и фотографии. То есть мы создали красивую историю, где люди эмоционально были заряжены очень позитивно. Из этого развилось очень много интересных историй. Люди звонили, не могли поверить, что им на самом деле кто-то там, Саша, Петя, пишет. И таким образом мы создали креативный, достаточно интересный диалог с избирателем и такой своеобразный ликбез, тем самым увеличив очень сильно его электорат. Я должен сказать, что мы даже в эти секунды пытаемся связаться все-таки с Дмитрием Гудковым. У нас была договоренность, но есть некоторые технические проблемы. Виталий, у меня вопрос. Вы уже обсуждали с Гудковым возможную какую-то стратегию в вопросе подготовки к выборам мэра? Все-таки выборы в Госдуму завершились тем, что Гудков проиграл, набрав сколько, 20%. Мы знаем, что 4 года назад Навальный набрал 27%, скажем честно, не сильно больше. Вот как ты говоришь, прорваться через весь этот шум и тем более прорваться через административную машину? Ну, я думаю, что прежде всего его избирательная кампания была фундаментом хорошей тренировкой. Я думаю, что вот такими же принципами мы пытаемся выстроить его мэрскую кампанию. Прежде всего, это работа на улице. К сожалению, федерального телевидения либо федеральных масс-медиа у нас не будет. Я сомневаюсь, что они появятся. Поэтому самый главный фокус будет на работу на улице. Мы продемонстрировали с Дмитрием Гудковым очень хорошую тактику, она работает. То есть, даже в маленьком Тушинском округе мы провели 351 встречу, по 5 встреч каждый день. Посетили на самом деле каждый двор и поговорили с практически всем нашим округом. В то время как Навальный в 2013 году провел всего лишь, по-моему, 84 встречи на всю Москву. То есть я думаю, что первым шагом это будет личностное общение. Я думаю, ничего важнее нету, чем общение один на один с избирателем, знакомство и ответы на вопросы, своеобразный ликбез. Вот. Кроме того, я думаю, что все-таки
Мэрская кампания достаточно федеральная, интересная история, больше, чем просто выборы в Государственную Думу. Соответственно, мы надеемся на больший интерес со стороны населения, со стороны потенциальных доноров, а также на какую-то консолидацию демократических сил, потому что все-таки это уже другого полета птица. Виталий, и буквально кратко я все-таки хотел бы уточнить. Я правильно понимаю, что, вы правильно мы сказали, что россияне эту премию никогда не получали, и вы обыграли даже тех, кто агитировал за Брексит и европейских, то есть вот политтехнологов? Да, вы знаете, это очень уникально. То есть мы получили две премии, европейскую и международную. Европейская премия, цена сама по себе, конечно, потому что, например, нашими оппонентами были компания Садика Хана, на пост мэра Лондона, а также компания Брексита. Ну, а международная совсем очень крутая. Там участвовали и испаноязычные страны, и канадские компании, президентская компания Перу, либо боливийский конституционный референдум. То есть победить среди таких тяжеловесов непросто, во-первых. Во-вторых, традиционно в таких номинациях побеждают компании, которые выигрывают. Компания, как вы правильно сказали, Гудкова не выиграла, хотя и в России достигла наивысший результат, возможно. То есть по нашему округу Онищенко набрал среди Единой России самый низкий результат в стране. В муниципальном собрании мы провели единственную во всей истории России оппозиционную группу депутатов на муниципальном уровне. То есть вроде бы мы и не победили, но коллеги и специалисты, политологи оценили нашу кампанию, креативность, то, что мы выстроили все с нуля, в то время, когда в Америке существует долгая многолетняя традиция ведения кампаний, мы строили все с нуля, начиная от программного обеспечения и заканчивая рекрутингом 3000 волонтеров. Это все-таки несравненно много для одного Тушинского района. Поэтому я думаю, достойно. Ну и я очень рад хорошему результату, прежде всего рад за Дмитрия. Да, спасибо, Виталий Шкляров, политтехнолог и главный консультант не прошедшего, к сожалению, на выборах в Госдуму Дмитрия Гудкова. Будем оставаться на связи. Виталий, спасибо. Спасибо, Роман. До свидания. Пришло время поговорить о главных финансах.